Всем привет, меня зовут Эдуард Кичикин и немножко расскажу про рисование в Ватикане. Это на экране, вот здесь, площадь Святого Петра. Я специально снял такую 360 панораму. Я думал, можно это делать там или не можно, но вроде бы карбинеры были не против, и поэтому я радостно заснял вот эту ситуацию превосходную. Было очень жарко. Я ходил такой сгоревший, но полный энтузиазма. И к этой радости же приложил руку сам Микеланджело. И я ходил, смотрел и думал, как я могу, Микеланджело, как я могу научиться тому, что ты умел? И я думаю, это проблема. Это проблема. И что я буду делать? Я пойду-ка и буду рисовать. Как всегда, это был 2017 год. Я пошел вот туда, засел вот где-то вот здесь, между колоннами, и начал скетчить. На самом деле ничего впечатляющего не получилось, но это был крутой опыт. То есть я посмотрел и пробовал сравнить то, что я могу нарисовать, с тем, что он мог построить. Это очень сильно отрезвляет, честно говоря. И можно глянуть на тот эскиз, который я делаю, и посмотреть на ручку, которую у меня в руках. Это любопытно. Эскиз такой очень условный. И я не очень умею рисовать, явно. Но, в принципе, стараюсь, ничего не получается, но я продолжаю практиковать. И это рисование чернилами и размытие аквабраш чернил. А ручка это купленная там же в Риме, и вот может быть из вот этих. Или я купил подешевле, или купил одну из этих. Вот я, честно говоря, не очень помню. Но я помню, что она рисовала очень недолго. То есть я ее заправил, походил там, порисовал. Вот сделал этот эскиз собора Святого Петра в Ватикане. И потом пошел дальше в Рим. Тоже я рисовал и заправлял. Там на форуме заправлял, но это было любопытно. Они выглядят очень симпатично. Вот тут написано 8К. Я не знаю, что это значит. Что это значит? Кто знает, напишите. Вот, но хватило мне ее почему-то только на Рим. И когда я приехал в Питер, она писать уже отказалась. Я ее заправлял, но у меня, к сожалению, ничего не получилось. И как я там еще видел ручки, вот, например, такая забавная пародия на Лами, пенна стилографика от компании вот этой. Ну, забавно. Ну, видно, что копия, и видно, в чем разница. Например, вот эти вот хваталки для того, чтобы ручка держалась, конечно, уже не оригинальные. Ну, в общем, они шли в этом направлении, но как-то не дошли. Но тут в углу можно увидеть любопытную штуку. Это пеликановские чернила. Вот такие я покупал. Покупал черные, и они превосходные. Вот прям рекомендую. Вот эти чернила огонь. Я их использовал с моей ручкой Бинелли. Вот, они круто работали. Нужно починить мою Бинелли. Я не знаю, где она. Ну ладно, потом найду. Ну, в общем, вы видите, подделка под Лами стоит 4,90 евро. А такие, ну, как бы оригинальные, стоят 9,90 евро. Там, где накануне я рисовал Колизей, там я рисовал с помощью... Вот, параллель пена. Он у меня там оранжевенький висит. И сейчас рисую с помощью аквабраш. Ну, а здесь использовал аквабраш и вот эту вот китайскую перьевую ручку. И там на берегу Тибра купил себе такие две штуки. Я сначала подумал, что это могут быть чернильницы. И на самом деле одну из них, вот эту, я использую как чернильницу часто. Ну, часто. Прикольно, удобно. Пизанская башня падающая, и туда, вот смотрите, внутри у меня уже все испачкано чернилами постоянно. А вторую с Колизеем я подарил брату. И вот, соответственно, вот эта вот ручка китайская. Вот она так выглядит, но работать она теперь уже отказывается. Ну, вернее, она сразу немного поработала, пока была в Риме, а как только приехала в Россию, говорит: нет, я не буду работать, прости. Едь обратно, наверное, в Рим. Но я такой, окей, ладно. И на фоне тоже какой-то недоделанный набросок. Это, наверное,
арка, которая рядом с Колизеем находится. Если ничего не путаю, вон как раз Колизей вроде бы немножко маячит издалека, позади. Вот набросок, и он прижат такими этими прищепочками, потому что это очень помогает от ветра. Ну, прям очень помогает. И вот этот набросочек с площади Ватикана, и вот набросочек с форума. Ну, то есть ничего впечатляющего, я просто упорно учился. Поэтому, если ничего не получается, понимаете, что это нормально, это нет проблемы. Вы немножко потренируетесь, и все будет получаться. А если не потренируетесь, то, наверное, не будет. Вот такая простая схема. Ночевал в хостеле в отеле Карлита. Вот моя средняя кровать. И стоило это, по-моему, 23 евро, если ничего не путаю. Это такой номер, в котором могут жить несколько человек, и там обычно жили студенты. И я радостно ночевал, и это очень интересная история была, когда ты коннектишься с многим количеством людей, разные национальности, разные культуры, разные языки, и вот в этой каше варишься. Я очень люблю хостелы. Кто-то любит гостишки, я люблю хостелы. И вот моя сумка, аналог, который я сейчас себе купил, ну такая большая, ну в принципе удобно. Можно положить ее себе на колени, ты где-то присел, опираешься на нее и рисуешь. И круто. И вот мои альбомчики. И что-то тут еще. И вот картина. Наверху я подумал, мне досталась кровать под вот этим видом. Окей, пойду-ка я попробую порисовать. Но это, соответственно, и есть вот этот вот ватиканский вид. Основной собор Святого Петра. И накануне мы довольно много бродили вокруг Колизея и выбирали места. Ну, в итоге выбрали. Все чудесно. Сесть можно вот так просто, и там довольно чисто все. Ну, в принципе, чисто. Ну, в общем, не было проблемы просто присесть на асфальт и переться. Ну, все хорошо. Главное выбрать такое место, где люди бы не очень сильно на тебя смотрели, на тебя прились. И вот еще вечером сидел рядом с твоей гостишкой, и там был такой симпатичный концерт. Сидишь, ну, пьешь кофе, и такой сплошной восторг. Потом много ходил по Риму и смотрел домики, смотрел архитектуру, пытался понять, как они делают из такого большого города такой красивый город, как они это делали долго. И смотрел разные ракурсы на Колизей, вот тоже очень любопытно. Не самые классичные виды, а если пойти в другую сторону, что там открывается. И, например, вот такая ситуация рядом с Колизеем, это просто потрясно. Это я не ожидал, что может быть так. Ну и, конечно, колоссальное производит он впечатление невероятное. Нужно просто быть рядом, быть и пытаться впитать это все. После этого становишься как будто бы чуть-чуть другим. Чуть-чуть, как будто бы чуть-чуть маленьким становишься. Корона становится легче. И жить становится легче. Вот арка, не помню, Адриана. Не помню, точно ошибусь. Но я фотографировал и старался фотографировать с того ракурса, с которого рисовал, чтобы потом, когда приеду в Петербург, то продолжить всю эту историю и дорисовать. Но на самом деле не дорисовал. В каком состоянии было, в таком я оставил. Я просто начал делать другие рисунки. Какие-то другие. Тут добрался до форума и тоже делал какие-то наброски. И сначала долго ходил и выбирал место, где я могу рисовать. И выбрал, по-моему... сначала пытался понять. То есть приходишь на место, и проходит первый культурный шок. Ты стараешься осознать это все и переварить перед тем, как рисовать. Вот я попробовал рисовать это.
И мне для тогда было слишком сложно. То есть я потыкался, и плюс жарко было. Ну, короче, я почувствовал, что я не осилю это. А потом, когда пришел на форум, выбрал вид, по-моему, какой-то попроще, и там сложилось полегче. Конечно, в Рим нужно приезжать так сильно надолго, если или сильно часто, или вообще пожить в Риме, как делали наши художники классические. Ехали в Италию и радостно учились. Это собор Святого Ангела, тоже потрясающее место. Я там спускался вниз. Сейчас покажу 3D-панораму. Вот она на мосту. Какая, а? И спускался вниз. Смотрите, там можно ходить. То есть вот такая набережная рядом с Тибром и с другой стороны. Я приходил туда с другой стороны. И походил, поснимал такие виды, чтобы потом, может быть, нарисовать. Потому что супер, это все эффектно. Но, конечно, лучше рисовать с натуры. Но как теперь я возьму эту натуру и фотографировался рядом с Ватиканом. Все выбирал такие ракурсы, чтобы было незаметно, что у меня глаза слипаются от суперинтенсивного солнца. Проблема. Большая проблема для меня. И вот еще трехмерные панорамы тоже с Тибра. Это рядом с собором Святого Ангела. Там собор Святого Ангела, а там Ватикан. Вон туда. И где-то здесь я купил вот эти вот, как называют, чернильницы, которые Пиза и Колизей. Смотрите, какая дивная просто и архитектура, и скульптура. И вот чуть подальше прошел, там люди спортом занимаются и бегают, и по вот этим лестницам можно спуститься. И сидеть тут на берегу Тибра и радостно осознавать этот момент. Потрясающе, честно говоря. А я сидел вот с другой стороны, вон там. Где-то вот на этой набережной, наверное. Наверное, вот здесь спустился и прошел туда. Да, скорее всего так. И погулял вот на этом месте, пошел к форуму, что там было, какие-то выставки проходили любопытные. Но не помню, на что я обратил внимание, не помню. Ну, кстати, может быть, у меня там будет фотография. Вот эту церковь я рисовал, я помню, только не знаю, где этот рисунок. Сейчас покажу. Вот. Как удобно с 3D Google фото мне было. А на нынешний мобильник почему-то Google камеры не ставится, поэтому трехмерные 360 градусов панорамные фотографии я, к сожалению, делать сейчас не могу. Но вот тогда я пользовался этой возможностью. И, конечно, такая фотография очень круто вовлекает. Я и на проект тоже делал самое. Прихожу на участок и снимаю 360 градусов. И очень круто понимаешь пространство. И вот то же самое с другой точки. А я рисовал вот эту композицию. Это, по-моему, колонна Трояна, если ничего не путаю. И тут два храма. Я ее тоже рисовал. И рисовал откуда-то вот отсюда. Тут мне немножко мешали. Я немножко всем мешал. Но это было весело. Это было весело. Стоял вот тут и смотрел, делал зарисовку вот этой композиции. И вот здесь, в Ватикане, один из редких примеров, когда я таки пошел внутрь храма. Потому что обычно я не захожу, потому что иначе у меня случится перегруз, информационный перегруз, и я просто не смогу воспринять тот чудовищный объем информации, который вижу. То есть я старался смотреть только снаружи, потому что если идти внутрь, то это включается история интерьера, и мозг у меня взорвался бы просто. Но тут я пошел внутрь, и, конечно, я был потрясен. Это что-то невероятное. Вот так прошел 14 мая в рисовании в Ватикане.
Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичугин. И смотрите в описании к видео мой стиль рисования. Там подписка Бусти. И плейлисты, как научиться рисовать в моей графике. Всем чао-чао, хорошего дня.